Привет, с вами Алена, за работой наша несравненная Елена. Напоминаю, что именно она у нас крутой специалист по подологии. И только посмотрите, кто к нам пришел. Вот такой вот пальчик. И подождите делать преждевременные выводы. Я хочу вам рассказать сначала эту историю. Она местами немного грустная, но закончится она все-таки хорошо. Это будет длинное видео, в котором у нас будет целых 3 визита. То есть вот от этого состояния и до вполне зажившего, короче, все там будет классно. В общем, обратилась к нам бабушка, точнее внучка привела бабушку, у которой есть вот такая вот проблема. Сейчас расскажу, что тут приключилось и почему тут такое месиво. В общем, у бабули онкология и сахарный диабет, и, естественно, как водится, пенсия небольшая. Они к нам пришли по нашей бесплатной программе. Если кто не знает, мы берем тяжелые случаи, берем модели себе для контента и, естественно, параллельно стараемся помочь тем людям, у кого просто нет возможности оплатить услуги. Я понимаю, что это недешево. Вот, короче, решили сделать вот такое вот. И вам хорошо, и нам хорошо. Поэтому решили, что в этот раз будем спасать бабушку. История какая? У нее пенсия небольшая, и все деньги уходят на поддержание состояния при сахарном диабете. Но я уже сейчас не буду комментировать, какие там шматки Лена из нее достает, просто огромные. Вот. И с этой проблемой бабушка мучается уже не 1 и, может быть, даже не 2 года. В общем, это давно у нее вырастает. И на правой ноге она обратилась к хирургу в платную поликлинику. Ей там за 5000 рублей сделали, что-то там ей отрезали, удалили. И там более-менее заживление идет, продвигается. А на второй палец у нее банально не хватило денег, потому что вот она говорила, что ей нужно покупать лекарства там для сахара и всякое такое. Она откладывает, и, в общем, возможности нет, поэтому она пошла в бесплатную. Сейчас будет веселая история про нашу бесплатную медицину. Я даже не знаю, просто, тут такие слова нельзя говорить, но я, честно говоря, в шоке. Я не знаю, где учились эти врачи. Я вообще обычно никого не ругаю и никого, публично и прилюдно не опускаю, но это просто кабздец какой-то. Вот на этом пальце, с которым сейчас мы работаем, сильное воспаление, потому что ноготь врос. И вот там этот недоврач, счастья ему и здоровья желаю очень большого, взял и сказал, я вообще не знаю, что у вас там такое, у вас, наверное, грибок, давайте будем прикладывать противогрибковые препараты. И бабушка, послушав врача, прикладывала, приматывала на ночь или что-то такое, противогрибковые препараты, которые ей всю эту кожу разъели, как вы наблюдали в начале видео, то есть посмотрите на ее валик, на ее подушечки, там же все вообще, в мясо просто. Все это разъелось, это же, нельзя противогрибковые. Я так-то вас постоянно ругаю, что вы их без назначения врача, а тут вообще вот эта фиаско. Врач назначил, потому что, я не знаю, может, она прогуляла эту лекцию, когда училась в своем меди. Просто как так вообще ты на воспаленную рану назначаешь противогрибковые препараты? У меня даже в голове это никак не укладывается, честно. А вот наш второй ноготок, на котором до этого в платной, поликлинике что-то удаляли. Стоимость операции 5000 рублей, я уже говорила. И тут более-менее, по крайней мере, нет воспаления. Более-менее все проходит. Есть, конечно, нюансы, там немножко анихолизис туда-сюда. Кстати говоря, кусачки, если кто будет спрашивать, вот они 0,5. Вообще, спасибо, что их там придумали. Я знаю, что они изготавливались при участии песчинки. Вот Лена, на которую я ссылаюсь, у которой мы учимся, она крутая и кусачки классные разработала. Вот. В общем, здесь мы ничего особо трогать не стали, немножечко достали лишние кусочки и отпустили бабушку с миром. Хочу сказать, что ее воспаление через 3 дня уже стало сходить на нет, и она была просто до слез счастлива, довольна, что, оказывается, можно было все бесплатно сделать. Я понимаю, что это такая акция. Должно было случиться, и бабуле повезло, и мы с ней встретились. Конечно, мы тут не фонд помощи, и не работаем за бесплатно, но ведь есть такие ситуации, когда
просто это нужно, и видите, как все хорошо срослось. У меня есть возможность показать вам такую тяжелую ситуацию, да, не забываем, что стопа диабетическая, и тут просто надо на нее не дышать. Если кто не знает, что при диабете очень тяжело происходит заживление, то есть там проблемы с заживлением ран, там со свертываемостью крови и прочее. И с такими людьми, вот с диабетической стопой, если вы не знаете как, не дай бог, я вас умоляю, заклинаю, не работайте, пожалуйста. Это очень опасно. Вот обратите внимание, уже микроранка произошла, то есть ты чуть-чуть потянешь кожу, попытаешься отрезать корочку, а там все, там уже мясо. И тут уже опасность, как это все будет заживать. Но точно могу сказать, что зажило, и вы дальше это увидите. Но, тем не менее, если нет уверенности, если нет понимание того, как работать с такими клиентами, чуть не сказала пациентами, но это почти так, то я вас умоляю, заклинаю, отправьте к тем, кого вы знаете, к тем, кто может справиться. И теперь давайте, пока Лена у нас вычищает, пока Лена заработает, давайте поговорим немножко на тему вот этих сообщений мне в директ. Скидывают фото какого-нибудь ногтя, да, там что-то вырастает, что-то болит. И мой любимый комментарий из серии: вы знаете, я живу в таком месте, где у нас нет врачей, у нас нет подологов, у нас нет там дерматологов, у них, там никого нет, и еще у них нет инструментов, и они никуда не могут пойти. Помогите, пожалуйста, дистанционно силой мысли. Ребят, я не могу, я же не волшебница, я так не умею. Как бы сильно я этого не хотела, я не помогу силой мысли дистанционно на расстоянии. Если у вас действительно болит, соберитесь, доедьте до того населенного пункта, где есть такие специалисты, и вам окажут помощь. Мы не единственные, кто это делают. То есть много очень по России точно, насчет заграницы не ручаюсь, но тем не менее. Там, если русские есть мастера, то тоже сделают. Много у нас очень хороших мастеров, компетентных, очень крутых подологов. Вообще, полно. Это решаемые вопросы. Намного проще такую проблему решить в кабинете подолога, нежели у хирурга, который просто вырежет и потом, ничего не понятно, и вдогонку еще тебе скажут противогрибковый прикладывать. Это не хирург, конечно, сказал, но тем не менее, просто у меня возмущение на эту тему у меня не покидает. Кстати говоря, вот вы просили мордашки у нас на месте. Лена рисует их ушастые. Очень легко отличить меня и Лену. Я рисую просто мордочку, а Лена с ушками работает. Вот посмотрите, пальчик к нам пришел через несколько дней. Смотрите, какой он стал классный. Это же небо и земля. Просто посмотрите, как здорово. Практически все прошло. Сошло воспаление. Чуть-чуть есть краснота. И вот сейчас у нас открылся доступ к боковому этому валику, да, он сейчас у нас открыт, и тут еще будет небольшой кусочек, и станет понятно, что ноготь очень сильно закручивается, то есть они очень сильно скручены. Естественно, что это вопрос не одного года, да, то есть это копилось, это собиралось и так далее, но что могу сказать? Смотрите, как круто. Уже сухо, уже эта гранулема отступила, да, она уже не такая здоровая. Ранка, слава богу, зажила, и уже прям, серьезные, существенные изменения. Бабушка счастлива была просто, до слез. И ради такого действительно стоит работать. Еще хочу сказать спасибо внучке, которая следит за бабушкой, помогает делать тампонады, все это промывает. Посмотрите, какие чистые, прекрасные ножки. Все здесь хорошо. Я не берусь говорить, есть тут грибок или его тут нет. Это вообще вне моей компетенции, да, говорить о том, присутствует ли грибковая инфекция у клиента или нет, мы можем только после сдачи анализов. И еще есть такой нюанс. Не всегда с первого раза на анализе показывает наличие или отсутствие спор грибка. Дело в том, что отследить, в какую конкретно лабораторию сдавали, да, там хорошо они делают или нехорошо, да, какой лаборант, сколько он там рассматривал это все дело под микроскопом, мы не можем этого знать, поэтому иногда, при визуальном осмотре понятно, что что-то есть, а клиент приносит и говорит, у меня все чисто, у меня все хорошо. Иногда мы просим сдать еще раз, и именно по этой причине мы даже договорились с лабораторией, чтобы они
у нас забирали эти самые пробирочки, стерильные, потому что мы понимаем, что клиенту очень тяжело дойти, в принципе, ногами, вот, допустим, из нашего кабинета до кабинета, где принимают эти анализы, поэтому мы стараемся сократить этот путь максимально. Да, неприятен сам факт того, что иногда приходится сдать анализ 2 раза, но, куда одеваться, ничего тут не поделаешь. В общем, я хочу сказать, что если, вот еще один кусочек, кстати, да, то есть если есть цель решить этот вопрос, то, будешь ходить и будешь сдавать. Везде существует человеческий фактор, анализы у нас отсматривают не машины, микроскопы, да, но не машины. Вот, посмотрите, какой он прекрасный, Лена тут уже его наглаживает, она уже любит этот палец, я знаю. Вот, но еще через какое-то время вот такой пальчик уже пришел, то есть прям видно серьезные изменения, и бабушка собирается уезжать. Я так поняла, они куда-то поедут отдыхать, поэтому мы пока поставим ей коррекционную систему, и все указания по уходу, все подробно внучке мы передали. Естественно, бабушка у нас на контроле, мы обменялись телефонами, она присылает свои вопросы или фотографии состояния ногтей администратору, нам все передают, то есть это все контролируется. Мы всегда стараемся прям, даже если клиент куда-то уехал там или не может там какое-то время прийти, в общем, мы дистанционно тоже это в меру своих возможностей контролируем, чтобы человек не чувствовал себя оставленным, да, не то чтобы брошенным, это, конечно, не совсем то слово, но просто чтобы человек понимал, что за ним наблюдают, что мы стараемся этот процесс контролировать и на самотек ничего не пустим. Поэтому есть такая у нас схема работы. Вообще не палец, а красавец. В общем, поставили тампонады, и сейчас переходим к одной из любимых моих частей. Это установка титановой нити. Вы все время спрашиваете, где же все же вот это вот взять. Рассказываю. Мы покупаем это все в стоматологическом магазине, то есть магазин, в котором затариваются стоматологи. Там продаются вот эти вот проволоки, которые, да, титановые ниточки, которые мы называем. Это те проволоки, которые используются при установке брекет-системы. А вот этот вот гель, который сушится специальной лампой, это композит, который используется для пломбировки зубов. То есть, когда вот у нас бывает кариес, нам вот этим вот составом заполняют зубы. И хочу сказать, что этот гель, он такой прям серьезный, слушайте, он прям хорошо держится, но бывает, что иногда коррекционная система, конкретно вот эта вот, она прям отщелкивается, отстегивается. Я вот сама ходила зимой с 6 ногтями с этой коррекционной системой, то есть большой, второй, третий на обеих ногах у меня были на коррекции, потому что они скрутились очень-очень сильно. Я тоже грешу перенашиванием гель-лака, сама про это говорю. И сама нагрешила. Короче, вот пришлось в итоге все переустраивать, в моих ногах. И знаете чего? Эти титановые нити отваливаются в момент сильного нагрева, то есть ногтевая пластина размягчается, они могут прямо отщелкнуться. Я ходила в Фурако, это такая горячая ванная, и в какой-то момент у меня так дзыньк, и отлетела с одной стороны вот эта самая ниточка. В общем, тут не проблема в том, что там те как-то неправильно их поставили, а просто в их эксплуатации. Эксплуатация тоже имеет место быть. И гель-лаковое покрытие надо уметь носить, и титановые нити тоже. Но в любом случае всегда можно прийти на коррекцию, мы снова их поставим. Здесь крепление будет в 3 местах. Это другой пальчик, тот, который был после удаления хирурга. И после всего этого мы нашу бабушку отпускаем и желаем ей скорейшего выздоровления. И как только она вернется, мы снова позовем ее на прием и посмотрим, как же там у нее дела. И по поводу титановых нитей. Убедительная просьба их не перенашивать. Они ставятся ближе к ростковой зоне, по причине того, что там ногти мягче и коррекция происходит легче. Если будет срастать к свободному краю, будет обратный эффект, ноготь просто вывернется или вообще сломается. В общем, вот наша до и после. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч и не забывайте подписаться.